Привет! Я Оля, свекла арт. И сегодня покажу, как быстро нарисовать вот такой ирис. Рисовать я буду в скетчбуке на хлопковой, но очень гладкой бумаге. Начинаю я рисовать по частично увлажненной бумаге. Такая бумага у меня, честно говоря, здесь очень сложная. На ней сложно сделать плавные переливы. Краска сразу же уходит в бумагу и не дает размываться. Поэтому я придумала такой способ. Я частично увлажняю тот фрагмент, над которым в данном случае работаю. И уже тогда у меня есть возможность соединить два штриха плавно. Смотрю на натуру и на мою фотографию и пытаюсь передать сразу же в первом слое светлые и темные участки. Конечно же, двигаюсь от светлого к темному, но тем не менее затемнение показываю сразу же. Для сегодняшнего изображения я использую смесь из розового и синий. В роли розового можно взять карминовый или розовый хинокридон. У меня сегодня это розовый хинокридон. Из синих у меня ультрамарин, основной мой синий цвет. Также кое-где я буду добавлять голубую, и кое-где, где самые затемнения мне необходимы, я буду брать индантреновый синий. Можно, в принципе, и обойтись без него. Можно взять готовый фиолетовый цвет, но мне хотелось, чтобы цвета у меня варьировались, чтобы у меня не был фиолетовый от светлого к темному, чтобы у меня был то розовато-фиолетовый, то наоборот синевато-фиолетовый. Поэтому вот такое сочетание красок, такой замес для меня в сегодняшней работе оптимально. Вот сейчас я беру индантреновый синий и добавляю к нему тот же розовый хинокридон. Оттенок уже получится немного другим. Собственно, мне это и надо, потому что листик другой, где-то цвета по-другому падают на него, и в него добавляются какие-то новые уже оттенки. В правый лепесток я также буду добавлять больше, например, голубого цвета. Здесь голубой у меня практически не добавляется, а в правом лепестке там солнце падает по-другому, я буду добавлять уже голубенький. Таким образом, первый слой, он, конечно же, не совсем окончательный, еще будут проработки, но в первом слое я уже стараюсь задать объем по максимуму, задать светлые участки и темные, вот этот самый контраст. Заканчиваю работу над первым слоем ириса. Я добавила немножко такого кирпичного цвета, можно его взять железногой-окисный красный. Вот он такой красно-коричневый, я бы сказала. И приступаю к фону. Для фона я также предварительно увлажнила лист запасом и запускаю зеленоватые оттенки. Можно взять зеленую плюс желтую и плюс те оттенки, которые есть на вашей палитре. Я сегодня взяла цвет зеленое яблоко от гаммы, в него добавляла кое-где зеленую от Невской палитры и те цвета, которые у меня остались на палитре. Коричневатые и фиолетовые оттенки, чтобы цвет у меня даже на фоне был разнообразным. Также во влажный слой я добавляю какие-то более темные всполохи, но не чистого цвета, а также я беру зеленую, например, и смешиваю ее с капелькой фиолетового. Так цвета будут лучше сочетаться и интереснее смотреться результат. Да, бумага у меня здесь очень сложная в изображении, но на ней очень красиво получаются такие капли-брызги. Поэтому сейчас, не дожидаясь просыхания, я побрызгала водичкой, чтобы у меня краска расплылась и получились такие вот звездочки. Когда слой полностью просох, я приступаю ко второму слою, уточняющему самих лепестков. Я не буду полностью их покрывать, но мне нужно показать затемненные части и более такие четкие полосочки, которые присутствуют на лепестках ириса.
Для второго слоя я использую все те же краски, но кое-где добавляю еще фиолетовые. Здесь надо учитывать, что цвет будет плотнее и темнее, соответственно, я добавляю просто меньше воды и работаю уже по-сухому, размывая штрихи. Можно, конечно, частично увлажнить, но мне удобнее работать вот именно в такой последовательности. Посмотрите на интересные полосочки, которые присутствуют на лепестках ириса, их очень хорошо здесь отразить. Все эти детали делают цветок узнаваемым. Также вот на ирисе, на его лепестках есть такие белые махнушки. Их тоже можно было показать, но здесь они у меня не очень читаемые, поэтому я их уже не прорисовываю. Затемняю те части, которые надо затемнить, делаю прожилки. Кое-где они такие полуразмытые, полупрозрачные, кое-где более темные. И цветок приобретает объем и эффект того, что он освещен ярким солнцем. Работа завершена. Такой скетч получасовой получился в скетчбуке. Надеюсь, сегодняшний мастер-класс оказался вам полезным. Вдохновения вам и успешного творчества!